Как известно, предатели были в любой войне и в любой стране. Вторая мировая война тоже не стала исключением. Я думаю, что многим известен коллаборационист генерал Андрей Андреевич Власов, перешедший на сторону нацистов и возглавивший русскую освободительную армию. Вот только это далеко не единственная фигура в списке предателей Родины, и, к сожалению, не самая жестокая. Говоря о жестокости, нельзя не вспомнить о Брониславе Каминском, советском предателе, который стал нацистским генералом и возглавил русскую дивизию СС. Этот сумасшедший каратель отправил на тот свет тысячи мирных жителей. От его жестокости были в шоке даже самые матерые нацисты. Для тех, кому интересно узнать подробнее об этом человеке, ссылку на видео о Брониславе Каминском я оставлю ниже в описании. Но сегодня речь пойдет не о Власове и не о Каминском. Сегодня мы познакомимся еще с одним человеком, если, конечно, его можно так назвать. Знакомьтесь, Иван Николаевич Демьянюк, по кличке Иван Грозный. Этот изверг служил надзирателем в нацистских лагерях смерти Собибор и Треблинка, где прославился своей чудовищной жестокостью и получил от заключенных прозвище русского царя. Иван Демьянюк родился в селе Дубовые Махаринцы в 1920 году. Ныне это село все еще существует и находится в Винницкой области. До войны Ваня работал в местном колхозе трактористом. В 1941 году он был призван в Красную армию и во время Керченской битвы попал в немецкий плен. В лагере для военнопленных Иван пробыл недолго, почти сразу согласившись стать хиви. Вместе с рядом других военнопленных он прошел краткосрочные курсы вахманов и работал надзирателем в нескольких концентрационных лагерях. В конце 1944 года Демьянюк исчез с радаров. Следующее появление Грозного произошло уже после войны. Его обнаружили в лагере для перемещенных лиц. Не желавший выдачи в СССР, Демьянюк благоразумно выдал себя за польского украинца, жителя Собибора, и таки дождался разрешения эмигрировать в США. Этот процесс затянулся на несколько лет, которые он провел в лагере, где и встретил свою будущую супругу. В начале 1952 года Демьянюк перебрался в США, натурализовался, сменил имя на Джон и устроился работать автослесарем на автомобильный завод «Форд». Так продолжалось до середины 1970-х годов, пока один из местных журналистов не передал сенатору-республиканцу Джавису список эмигрантов-украинцев, которые в свое время сотрудничали с нацистами и ассимилировались в США. Сенатор передал список в соответствующее ведомство. В списке было указано, что Демьянюк служил охранником в концлагере Собибор, а в его иммиграционной карточке, которую он заполнил при въезде в страну, было указано, что он из Собибора. Этот факт заставил чиновников внимательно присмотреться к украинскому автомеханику. На всякий случай фотографии самых подозрительных персонажей из списка отправили на опознание к выжившим узникам Собибора и Треблинки. Тут случилось самое неожиданное. Никто из узников Собибора Демьянюка не опознал. Зато несколько узников Треблинки узнали в нем палача и садиста Ивана Грозного. Выжившие узники рассказывали ужасные подробности о том, что, будучи оператором дизельных двигателей, именно этот человек осуществлял массовые казни с помощью выхлопных газов в закрытых камерах, перед этим зверски избивая обреченных людей. Некоторых он забивал до смерти лично. Несколько бывших охранников Собибора узнали его по фото и подтвердили, что он работал вместе с ними. Подняли немецкие архивы, нашли служебные карточки Демьянюка. Однако, согласно этим документам, он действительно был охранником в Собиборе, тогда как Иван Грозный лютовал в Треблинке. Но суд не мог проигнорировать показания нескольких узников, которые уверенно опознали Демьянюка именно как Грозного из Треблинки. Так началось громкое судебное расследование, которое длилось очень много лет. Прослышавший о суде Израиль подал запрос на экстрадицию Демьянюка. Дело стало приобретать политическую окраску. В феврале 1986 года Иван Демьянюк был экстрадирован из США в Израиль и предстал перед трибуналом. Следствие располагало важной уликой
удостоверением СС, на котором по фотографии без труда можно было узнать молодого Джона. Кроме показаний очевидцев, против него было много фактов. Плохо сведенная татуировка под мышкой с группой крови. Такие в СС делали всем пленным, кто был готов сотрудничать с немцами. Характерный шрам на спине, который совпадал по описанию с приметами Ивана Грозного. И 18 свидетелей, которые узнали его в лицо. В апреле 1988 года Демьянюк был приговорен к смертной казни через повешение. Однако своей вины он так и не признал. А его адвокаты подали апелляцию на решение трибунала. И дело затянулось еще на много лет. В июле 1993 года во время пересмотра дела удалось доказать, что первоначально слушания велись с нарушениями, в результате чего Демьянюку не только удалось избежать виселицы, но и добиться освобождения. Это стало настоящим шоком для израильской общественности. В последующие десятилетия дело Ивана Грозного стало настоящим яблоком раздора. Между заинтересованными странами последовала череда взаимных упреков. Советский Союз обвиняли в подделке документов по этому делу, США в укрывательстве преступника, а Германию в том, что она готова свалить всю вину за зверство фашистов на коллаборационистов. Демьянюка то лишали американского гражданства, то возвращали паспорт. Уже немолодого бывшего нациста собирались депортировать в Украину, в Польшу или в Германию. Новое судебное дело, начатое в 2001 году, длилось почти 10 лет, пока удалось добиться выдачи Демьянюка Германии. Однако тут важным вопросом стало здоровье обвиняемого, ведь ему уже было далеко за 80, и адвокаты уверяли, что он прикован к инвалидному креслу, а поездка в суд, несомненно, убьет несчастного. Однако в мае 2009 года была сделана видеосъемка скрытой камерой. На записи Демьянюк безо всякой коляски ходил по магазину, делал покупки, а затем садился за руль. Обвиняемого немедленно забрали в иммиграционный центр и отправили в Германию, где он опять предстал перед судом. Теперь его обвиняли в пособничестве к убийству почти 28 тысяч человек, преимущественно евреев. То, что Демьянюк служил надзирателем в концлагере Собибор, уже ни у кого не вызывало сомнений. Подлинность удостоверения СС новой экспертизой в этот раз была полностью подтверждена. Почти через 2 года, 12 мая 2011 года, земельный суд Мюнхена признал Джона виновным и приговорил к тюремному заключению сроком на 5 лет. По поводу службы Демьянюка в других лагерях собрать достоверных сведений уже не удалось. Адвокаты решили в очередной раз обжаловать этот вердикт. Сам судья заявил, что подсудимого следует отпустить на свободу ввиду его преклонного возраста. Было решено, что апелляцию он будет ждать в доме престарелых в курортном городке Бад-Фальнбах. Однако нового пересмотра своего дела Демьянюк не дождался. Он скончался, не дожив всего полмесяца до 92-го дня рождения. На этом у меня все. До новых встреч.